Много интересного скрывается там, то, что мы не знали. Под поверхностью океанов, пресноводных озер, прудов и рек существует множество видов жизни и жизнедеятельности. Эта жизнь включает в себя первичных производителей, таких как фитопланктон, корневые и погруженные растения. Травоядные животные питаются ими. Микроорганизмы, которые питаются микроскопическими растениями, фитопланктоном, являются зоопланктонными организмами. Это основные потребители. Рыбы и некоторые беспозвоночные питаются этими крошечными плавающими животными, зоопланктоном. Существуют пищевые цепочки и сети, настолько сложные, что это становится очень интересным исследованием. Все они выделяют углекислый газ и кислород посредством дыхания и фотосинтеза. Животный мир в море разнообразен по сравнению с жизнью в пресной воде. Наше жизненное существование прямо или косвенно зависит от жизни под водой. Это всего лишь несколько моментов. Жизнь на планете Земля зародилась в океане. Именно из воды на сушу вышли первые животные. Обитатели морей и океанов отличаются огромным видовым разнообразием. Все морские представители органического мира проживают в толщах воды и на океанском дне. Ученые насчитывают более 150 тысяч жителей океанов и морей, включающих растительные и животные организмы, которые населяют морские и океанские просторы планеты. Водная среда разительно отличается от наземно-воздушной среды. Значительные глубины отлучаются пониженной температурой, повышенным давлением. Обитатели морей и океанов, живущие на больших глубинах, практически не видят солнечного света, но несмотря на это разнообразие форм жизни, поражает воображение. В воде растворяются практически все полезные вещества, которые необходимы для жизнедеятельности обитателей морских глубин. Водное пространство прогревается очень медленно, но теплоотдача происходит в течение длительного времени. Конечно, на значительных глубинах температура подвергается изменениям практически незаметно. Важным составляющим для всех существ в толщах воды является наличие кислорода. При отсутствии свободного кислорода образуется сероводород, это характерно для Черного моря и Аравийского. Обитателям морей и океанов для полноценного развития необходим белок, который содержится в больших количествах в морских водорослях. В больших глубинах существуют различные формы жизни, ракообразные, черви и другие. Некоторые глубоководные обитатели морей и океанов периодически поднимаются на глубину до 1000 метров. Выше они не всплывают, так как ближе к поверхности наблюдаются большие перепады температуры воды. У многих глубоководных обитателей, которые проводят всю жизнь на дне, отсутствует зрение. Зато некоторые участки их тела имеют специальные фонарики. Они нужны для спасения от хищников и для привлечения потенциальной добычи. Животные морей и океанов чувствуют себя комфортно в своей среде, многим из них не нужно приспосабливаться под сезонные изменения окружающей среды. Особую роль в жизни многих морских обитателей играют одноклеточные организмы, которые называются планктоном и перемещаются с помощью течения. Ими питаются множество рыб, которые постоянно двигаются за ними. С увеличением глубины количество планктона резко снижается. Обитатели морей и океанов живут во всех водных слоях. Эти животные и растения отличаются большим видовым разнообразием, а также необычными формами и окрасами. Можно до бесконечности любоваться разнообразными видами рыб, моллюсков, кораллов и других морских обитателей самых причудливых форм, которые кажутся пришельцами с другой планеты, и восхищаться совершенством природы. Берегите природу, она мать всего живого.